Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Состоялся стрим в честь дня рождения Dead by Daylight. Темой новой главы действительно станет D&D. В роли нового убийцы выступит Лич Векна, который использует заклинания из книги Ужасной Тьмы во время охоты. К стану выживших присоединится бард Эстри Язар, вдохновляющая соратников на ускоренную починку. Правда, успех зачитывания бафа зависит от броска D20, при этом при критическом провале персонаж закричит, тем самым обнаружив себя. И, конечно, в игру добавят новую тематическую карту «Забытые руины». Также создатели сообщили, что в игре появится новый режим, в котором выживать предстоит уже 8 игрокам, а искать их будет уже 2 убийц вместо 1. Размер карты также увеличится. При этом несколько изменится правила охоты. Вместо крюков — клетки, вместо перков — классы, а среди убийц будут только первые 5, что появились в ДБД. Похоже, из-за сложностей с балансом. Новый режим стартует в июле. Еще авторы упомянули готовящуюся коллабу с Castlevania, о которой, впрочем, ничего детально не рассказали. Подробности появятся только 6 августа. Dead by Daylight — это не одна игра, а целая вселенная, потому на стриме рассказали и о прочих проектах по ДБД. Сюжетный спин-офф The Casting of Frank Stone от создателей Until Dawn получил первый геймплейный трейлер. Это будет приключенческое кинцо с QTE, головоломками, вписанными в окружение, и возможностью влиять на развитие истории. Выйдет когда-то в этом году. Следом за одним спин-оффом вылез и другой, под рабочим названием Project T. На этот раз кооперативный шутан на 4 персоны от авторов Scavengers. Главными героями игры выступят некие нарушители, которых изгнали из родных реальностей во владение некоей сущности. Они попадут в обиталище жутких монстров самых разных видов. Это место постоянно меняется, а локации настолько большие, что для перемещения игрокам предоставят грузовик. Даты релиза у проекта нет. Ну и, наконец, третий в боквил по Dead by Daylight — What the Fog — мультяшный кооперативный рогалик на 2 игроков, разрабатываемый авторами оригинальной ДБД. Нас отправят в мир настольной игры, населенный агрессивными существами, от которых нужно будет отбиваться, а также копить очки крови за боссов, чинить генераторы, прокачивать своего персонажа, собирать выкладку и находить двери-выходы. Быстрые матчи, случайная генерация уровней, простой и понятный геймплей. А главное, игра уже доступна в Steam, правда без перевода на русский. Немногим играм-сервисам сейчас удается хорошо стартануть, и, что еще важнее, удержаться на плаву. Так вот, шутер The Finals не смог. Несмотря на всплеск интереса к игре, она очень быстро начала терять популярность. После 242 тысяч игроков на релизе, сейчас онлайн составляет всего 15-20 тысяч. Второй сезон дал лишь кратковременный эффект, но в корне ситуацию не исправил, что разочаровало издателя в лице Nexon. Однако забрасывать проект пока никто не собирается. Сейчас команда разработчиков трудится с отделом поддержки сервисов Nexon в Корее, чтобы выявить и решить основные проблемы. Так гласит текст из квартального отчета. По прогнозам издателя, вместе со стартом 3-го сезона дела The Finals пойдут в гору. Коллектив Double Eleven, принявший эстафетную палочку разработки Prison Architect от студии Introversion Software, лишилась права продолжать работу над второй частью. Paradox объявила, что расстается с компанией, так как, цитата, «не смогла найти с ней коммерческого соглашения, которое устроило бы обе стороны». При этом утверждается, что пара расходится по обоюдному согласию. Теперь судьба Prison Architect 2 зависит от новой студии Kokku, ранее собственных продуктов не выпускавшей. Однако над тюремным архитектором она ведет работу аж с осени прошлого года. Фанаты переживают, что эти перестановки — суть знак недобрый, как будто бы с самой игрой что-то не так. Припоминают также и то, что релиз уже дважды переносился. Актуальная дата выхода — 3 сентября. Проект будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Sony объявила, что наконец нашла нового властелина после ухода в марте Джима Райана. Теперь генеральный директор будет не один, а целых два. 1 июня в должность вступят Херман Хюльст и Хидеаки Нисина. Первый возглавит новообразованную бизнес-группу, в которую войдут все внутренние команды Sony, а также в его ведомство включат фильмы и сериалы по игровым франшизам PlayStation. Ранее Хюльст повелевал PlayStation Studios, а до этого основал студию Guerrilla Games, подарившую нам серии Horizon и Killzone. Что до Нисина, он займется бизнес-группой платформ, куда войдут консоли PlayStation, технологии, аксессуары, сеть PSN и отношения с партнерами в виде других издательств и сторонних студий. Собственно, новую должность Хидеаки тоже получил неспроста. До этого он занимал пост старшего вице-президента отдела управления платформами PlayStation. Вместе с Хюльстом они будут отчитываться перед Хироки Татоки, президентом, главным операционным и финансовым директором Sony Group Corporation, временно взявшего на себя обязанности властелина, пока Sony искала подходящих кандидатов. Один из ключевых авторов XCOM 2012 года, а также XCOM 2 и Marvel's Midnight Suns, Джейк Соломон основал собственную компанию Midsummer Studios и намерен взяться за новый проект. Правда, это будет уже не тактическая стратегия, а симулятор жизни в духе The Sims. Название игра пока не получила. Местом действия станет маленький городок, и не просто так. В таких местечках между людьми может обнаружиться много неожиданных связей. Игроки будут попадать в такие переплетения отношений, что захотят увидеть, как они станут развиваться. Игра устроена таким образом, что без драмы она существовать просто и не может. Когда игра выйдет, неизвестно. Компания Amazon вдруг заявила, что мы скоро вновь увидим Лару Крофт. Список продуктов по франшизе пополнит свежий сериал. Сценаристом и исполнительным продюсером выступит Фиби Уоллер-Бридж, автор идеи, сценарист и по совместительству исполнительница главной роли сериала «Дрянь», а также сценарист и исполнительный продюсер сериала «Убивая Еву». Над проектом помимо самой Amazon и пары кинокомпаний трудится и студия Crystal Dynamics, ответственная за последние игры серии Tomb Raider. Пока что это все, что известно. 3 недели назад в Вальхейм стартовало тестирование пепельных земель, и вот теперь оно окончено, и новый биом официально введен в игру. Чтобы добраться до эндгейма, вам придется пересечь кипящее море, однако это лишь полдела. В самих пепельных землях искателей приключений стерегут жуткие твари, а с неба сыпется обжигающий пепел. Ну и вместе с тем новые локации, события и испытания. Обновление с новым биомом уже доступно в Steam. И на сегодня у меня все. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru. А еще зацените текстовый обзор Индики от Александра Бурсова и залетайте на наш стрим по Майнкрафту сегодня вечером. Приятного аппетита и хорошего дня!